Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым уже больше года стоит на страже порядка и справедливости на территории Российской Федерации. За время своей работы антикоррупционный комитет завоевал народное доверие, и это не случайный факт. Ведь костяк команды Никиты Михалкова составляют советские и российские актеры почтенного возраста, которые не торгуют своей совестью и работают с полной отдачей сил. Однако время от времени в организации Никиты Михалкова появляются негативные элементы, которые попали в комитет по ошибке. Они своими действиями дискредитируют работу организации и получают за это самое жесткое наказание. Достаточно вспомнить, что за время своего существования антикоррупционный комитет уже высказывал недоверие таким известным артистам, как Дмитрий Певцов, Геннадий Хазанов, Леонид Ермольник, Стас Садальский и некоторые другие, которые использовали работу в комитете не для общественной пользы, а ради личного обогащения. Однако сегодня утром стало известно еще об одном чрезвычайном событии – чудовищном предательстве со стороны члена антикоррупционного комитета, известного певца, лидера группы Любэ Николая Расторгуева, который своими действиями не только дискредитировал антикоррупционный комитет, но и подвергся аресту вместе со своими тремя сыновьями. В связи с шокирующей ситуацией Никита Михалков провел экстренное совещание, где жестко прокомментировал поступок Николая Расторгуева. Цитата: «Очень больно разочароваться в людях, особенно, как казалось ранее, в проверенных друзьях. Однако каждый предатель получит по заслугам», жестко заявил Никита Михалков. Николай Вячеславович Расторгуев своим поступком разочаровал не только своих товарищей, сотрудников антикоррупционного комитета, но и поклонников своего творчества. Ведь до недавнего времени Николай Расторгуев считался очень принципиальным человеком и одним из патриотов Российской Федерации. Стало известно, что Николай Вячеславович, который работал в антикоррупционном комитете с сентября текущего года, последние 3 месяца руководил антикоррупционной проверкой в городе Тольятти. Однако вместо того, чтобы заниматься проверкой, Николай Расторгуев сам за короткое время превратился в коррупционера. Он соорудил целую криминальную схему для личного обогащения. Руководство организации по борьбе с преступностью и коррупцией давно удивлял и немного настораживал тот факт, что Николай Расторгуев проводит антикоррупционную проверку в одиночестве, без напарников, без других сотрудников антикоррупционного комитета. Николай Вячеславович объяснял это тем фактом, что хорошо знает данную сферу деятельности и ему не нужны помощники. Однако благодаря жалобам со стороны местных жителей города Тольятти удалось выяснить, что Николай Расторгуев соорудил преступный бизнес в городе Тольятти и привлек к этому 3 своих сыновей. Стало известно, что Николай Вячеславович, проводя якобы антикоррупционную проверку, вошел в преступный сговор с местными чиновниками и закрывал глаза на их правонарушения. Более того, он обложил данью известных бизнесменов, закрывал глаза на их преступления и получал за это колоссальный денежный доход. В результате обыска в квартире Николая Расторгуева и при аресте его финансовых счетов были конфискованы и арестованы незаконные документы о коммерческой деятельности, а также колоссальная денежная сумма – более 3 миллиардов рублей. Все эти финансовые средства антикоррупционный комитет направит на увеличение золотого запаса Российской Федерации, а также для оказания помощи участников спецоперации и их семей. Против самого Николая Вячеславовича Расторгуева и 3 его сыновей, которые помогали в преступных деяниях, возбуждено уголовное дело по статье «Финансовое мошенничество в особо крупном размере».
Это уже не первый случай, когда антикоррупционному комитету удается предотвратить преступные деяния своих сотрудников. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще в начале текущего года колоссальный криминальный скандал произошел в семье Олега Газманова. Родной сын Олега Газманова, Родион Олегович, попытался вступить в команду Никиты Михалкова, чтобы прикрыть свой преступный бизнес – незаконные игровые казино в городе Калининграде. В результате чего разыгралась настоящая криминальная драма. Для проверки подпольных казино в город Калининград выехали известные артисты, члены комитета Вячеслав Добрынин и актриса Ирина Муравьева. Членам комитета, известным артистам, уже практически удалось доказать вину сына Олега Газманова, однако неожиданно ночью в гостинице Калининграда на Вячеслава Добрынина и Ирину Муравьеву было совершено нападение, в результате чего они на длительное время оказались в реанимации. На тот момент вину Родиона Газманова удалось полностью доказать и обвинить его в покушении на известных артистов, и Родион Газманов оказался в камере временного задержания. Однако в результате поддержки своего могущественного друга, пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего, Родиону Газманову удалось оказаться на свободе, и он отделался крупным штрафом. Но и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Севастополе, Махачкале и Дербенте члены антикоррупционного комитета Сергей Селин, Алексей Нилов, Юрий Антонов и Максим Дрозд выехали на место происшествия. Антикоррупционный комитет перечислил финансовую помощь в размере 10 миллионов рублей всем пострадавшим при чрезвычайной ситуации в данных населенных пунктах. Против российского музыканта по имени Моргенштерн возбуждено уголовное дело. 25-летнему рэперу грозит лишение свободы сроком до 2 лет за грубое нарушение правил поведения инагента. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальную новость из мира шоу-бизнеса и культуры. На сына солиста музыкальной группы Иванушки Интернешнл Андрея Григорьева Аполлонова напала бойцовская собака. На данный момент сын артиста находится в реанимации. Трагедия произошла во время загородного отдыха. Лечащие врачи назвали состояние здоровья члена антикоррупционного комитета и известного артиста Дмитрия Харатьяна критическим. Дмитрий Вадимович подвергся нападению около подъезда своего дома 2 дня назад. На данный момент артист находится в реанимации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.